Всем привет! Вы на канале Гудзик DIY. Вот наконец-то я и вернулась из затянувшегося отпуска. И как вы уже поняли, в этом видео хочу показать вам, как сделать вот этих милых ангелочков ко Дню Святого Валентина. Для начала мне, конечно же, понадобится основа. Я буду скручивать ее самостоятельно из фольги, но можно использовать и готовые пенопластовые заготовки. Фольгу нужно скручивать плотно, чтобы готовые фигурки были прочными и не деформировались при дальнейшей работе. Для лепки я возьму свой любимый материал – воздушный пластилин, но вместо него можно использовать любую другую самозатвердевающую массу. Покрываю основу тонким слоем. На фольгу он ложится не очень хорошо и равномерно, поэтому после его высыхания лучше нанести еще один. Помимо пластилина, для создания одежды мне понадобится капрон, но его также можно заменить любой другой несыпучей эластичной тканью. Ноги делаю из толстой проволоки, чтобы можно было придавать им нужное положение. Можно, конечно, проволоку заменить зубочисткой, но тогда ангелочки будут стоять просто прямо. Из присборенного капрона формирую объем на ножках. Затем приклеиваю кусочек колгот, он как раз хорошо подходит сюда по размеру. Разрезаю посередине, чтобы можно было сформировать штанины. Лучше будет именно прошить, а не проклеить швы. Так будет выглядеть аккуратнее и капрон ляжет более ровными красивыми складками. Присбориваю на нитку, совсем немного отступая от края, чтобы сформировались рюши. Из полоски эластичного фатина приклеиваю рюши на подол платья. А само платье оклеиваю тонким кружевом. Конечно же, весь декор будет зависеть только от вашего вкуса и материалов, которые есть у вас в наличии. Получившийся стык заклеиваю тонкой атласной лентой. Каркас рук также формирую из проволоки. И объем рукава наращиваю пластилином. Второму ангелочку формирую штанишки из пластилина.
Проволоку тоже оборачиваю, чтобы ноги не были такими уж тонкими. Мне хочется выделить область комбинезона не только росписью, но и объемом. Поэтому делаю такой заметный край между комбинезоном и будущей рубашкой. Формирую кармашек и вклеиваю в него рукав. Это придаст статуэтке более вальяжную, расслабленную позу. Ведь именно такие, казалось бы, незначительные детали и создают характер всей композиции. Вторая рука будет не полностью прижата к телу, поэтому мне снова понадобится проволока. Воздушный пластилин довольно-таки хрупкий материал. После застывания он напоминает пенопласт, и выступающие небольшие тонкие детали могут отколоться при падении фигурки. После высыхания пластилина оклеиваю бумажными салфетками, чтобы скрыть какие-то маленькие неровности и недочеты и придать красивую фактуру. Я использую клей ПВА, слегка разбавленный водой. Всю ткань также нужно пропитать ПВА, чтобы придать ей жесткости. Так в последующем на нее будет хорошо ложиться краска. Салфетки приклеивала в 2 слоя с промежуточной просушкой. И ткань также пропитывала в 2 слоя. Для закрепления головы также лучше использовать коротенькую проволоку или зубочистку. После того, как пластилин на голове покроется тонкой корочкой, можно приступать к созданию причесок, не боясь его деформировать. Волосы делаю только по краю и придаю им нужную фактуру зубочисткой. Для шапочек мне снова понадобится капрон. У меня он вот такой в рубчик, поэтому шапочки получатся объемными и красивыми. А чтобы они лучше держали форму, буду складывать капрон вдвое. Получившийся треугольник просто сшиваю, выворачиваю и фиксирую на голове с помощью проволоки. Девочке делаю шапку просто из прямоугольника, также сложенного вдвое. Только направление полос будет вертикальным, чтобы фактура напоминала вязку на шапке. Приклеиваю на термоклей, срезаю лишнее и зашиваю уже по месту. На макушке присобираю ткань и затягиваю. А чтобы шапочка прилегала к голове более плотно, временно прификсировала ее булавками.
Их также нужно пропитать смесью ПВА с водой в 2 слоя, чтобы хорошенько закрепить форму. Так как этих ангелочков я делаю ко дню всех влюбленных, решила нарисовать объемным контуром сердечки. Головы уже как следует подсохли, и можно не бояться их деформировать при создании носа. Вклеиваю проволочные петельки и после этого приклеиваю маленькие кусочки пластилина. А пока ангелы высыхают, сделаю для них подставки. Для каждой подставки вырезала по 2 одинаковых сердечка 3 размеров. Одинаковые заготовки скрепляла между собой степлером. Таким образом я хочу нарастить высоту, так как мой гофрокартон совсем тонкий. И уже полученные ярусы склеивала между собой термоклеем. Шаблон этих сердечек вы найдете по ссылке в описании. Оклеиваю их салфетками и оставляю высыхать. Клей на шапке застыл, и она плотно прикрепилась к голове, поэтому уже можно вынимать булавки. Ну а теперь фигурки нужно загрунтовать для того, чтобы подготовить к покраске. Хочу придать им винтажный вид, поэтому крашу сначала в темно-коричневый цвет. А если вы любите яркие чистые цвета, то грунт, конечно же, должен быть белым. Чтобы плотно закрепить статуэтки на подставках, снова использовала булавки. И чтобы закрыть вот эти бусинки, мне придется немножко увеличить обувь воздушным пластилином. Собираю букет из мелких пластиковых цветочков и сложных тычинок и точно так же окрашиваю его в темно-коричневый цвет. Я грунтовала в 2 слоя, чтобы не было нигде никаких цветных проплешин. Окрашивать буду в технике сухой кисти. Сначала более светлым оттенком коричневого, а затем цветом слоновой кости. Его я наносила в 2 слоя, чтобы сильнее высветлить выступающие поверхности и подчеркнуть рельеф. Для росписи я буду использовать нежные пастельные цвета. Если у вас таких нет, то можно просто развести яркие краски белым цветом. Окрашиваю также в технике сухой кисти, для того, чтобы не перекрыть цвет грунта. Получается очень красивая фактура. Особенно мне нравится, как выделяется рельеф на платье. Также выделю рельеф сердца, которое я рисовала объемным контуром, так как при однотонной покраске он не слишком-то заметен. Лица также подкрашиваю более спокойным телесным оттенком, а то оттенок пластилина как-то ярковат для винтажных фигурок. Решила еще добавить жемчужинок объемным контуром. Глазки рисую тем же темно-коричневым оттенком, который использовала для грунтовки. В него же добавила буквально капельку красного и рисую губы. Помпоны для шапок делаю отдельно. Формирую их на булавках и придаю фактуру ножницами. А после высыхания крашу все тем же темно-коричневым цветом. Из фоамирана толщиной 5 мм
Вырезаю крылья. И нагреваю на утюге с обеих сторон, для того, чтобы придать легкий изгиб. Продавливаю рельеф зубочисткой и крашу в цвет основы, так как цвет фоамирана, хоть он и коричневый, все же отличается по оттенку. Шаблон крыльев вы также найдете по ссылке в описании. А пока они сохнут, вклеиваю букет и помпоны на шапке. Для того, чтобы защитить поверхность, покрываю фигурки акриловым лаком. На крылья также наношу цвет слоновой кости в технике сухой кисти и креплю их с помощью клея ПВА и булавок. Бусинки мне сюда не подходят по цвету, поэтому их закрашиваю контуром. Спасибо за просмотр, я надеюсь, что вам мои ангелочки понравились. Подписывайтесь на канал, если еще не подписаны, и не забывайте ставить колокольчик, потому что у меня снова будут выходить видео в обычном режиме. И к 14 февраля я подготовила для вас еще парочку идей, так что не пропустите. И до скорой встречи!